Всем привет! Сегодня я предлагаю вашему вниманию видео о посещении Музея Национального банка Республики Казахстан. Вот он за моей спиной, вход в него, но надо сразу сказать, что музей ведомственный, достаточно закрытый, то есть посещение возможно только по предварительной записи. Внутри делать фото и видео, к сожалению, нельзя. Возможно, у меня будет несколько фотографий с места, то есть не самой экспозиции, а меня там на фоне экспозиции, как мне обещают. Также надо сказать, что дальше вниз по улице есть касса Национального банка. Позже схожу поменяю тенге на новый сакский стиль. Просто потрясающая линейка банкнот текущая, казахстанская. Так что остальное видео будет уже за столом и по результатам посещения музея. Надеюсь, что будет интересно. Давайте смотреть. Теперь давайте вернемся с улицы Алматы за стол. Здесь в спокойной обстановке я расскажу о своих впечатлениях от посещения музея и покажу то, что привез из поездки. Если говорить о музее непосредственно, я уже об этом обмолвился. Это достаточно закрытый, то есть без входа с улицы, вот просто так, музей, находящийся в здании Центрального банка, Национального банка Республики Казахстан. Но, с другой стороны, сама процедура посещения, организация посещения была достаточно простая. Я просто списался по электронной почте с руководителем и, как оказалось, да, с хранителем музея Гухар Сангуловой. Она мне непосредственно ответила, и она же проводила экскурсию в результате. Определились с датой, собственно, вот все дальше прошло достаточно комфортно и, я бы даже сказал, очень доброжелательно и очень, очень классно. Вот. К сожалению, в помещении музея нельзя делать фотографии и видео, поэтому все, чем я могу поделиться сегодня, это вот этими несколькими фотографиями. Вот одна фотография самого помещения, общего вида помещения, чтобы вы могли составить представление о том, как оно выглядит. Здесь важно отметить, что оно выглядит вот сейчас и будет еще некоторое время таким, потому что через буквально несколько месяцев оно должно закрыться, музей закроется на реконструкцию и откроется через некоторое время уже в каком-то обновленном виде. Поэтому мне удалось попасть вот в текущем, теперь уже, наверное, в скором времени старом виде музея увидеть. Это чтобы зафиксировать ноябрь 2025 года. Надеюсь, впоследствии получится и в обновленный музей тоже еще раз приехать когда-нибудь. Вот. И вот несколько фотографий, собственно, меня на территории, в помещении музея. Это непосредственно Гухар фотографировала. Это можно, это официально разрешенные фотографии из помещения. Вот. А дальше давайте я расскажу о своих впечатлениях. Вообще экскурсия, насколько я знаю, рассчитана примерно на 1 час по времени, но мы провели больше 2,5 часов, если я не ошибаюсь, в музее. Очень приятно, комфортно было побеседовать, обсудить разные аспекты и денежного обращения, и дизайна денежных знаков, ну все, и коллекционирование. Вместе со мной были коллеги по увлечению. Владимир, Ольга, если смотрите, привет, спасибо за совместно проведенное время. Мне было очень комфортно и интересно с вами пообщаться. Это действительно было такой, наверное, один из самых душевных музеев денег, музеев центральных банков, в которых я был. Вот. И если бы, конечно, вот не вот эта тема с запретом на фотографирование, это была вообще идеальная тема. Сама экспозиция очень богатая. То, что я показываю, это уже из кассы, конечно, банка. Об этом я чуть позже скажу. Но если говорить о самой экспозиции музея, то очень богатая с точки зрения бумажных денежных знаков. Ну, не буду останавливаться, конечно, идет с древнейших времен, Великий Шелковый путь, там монеты и так далее, понятно. Но в целом именно коллекция бумажных денежных знаков меня приятно удивила. Достаточно богатая, начиная с империи, советская власть и, естественно, современный Казахстан, там вообще без вопросов. Вот. Единственный момент, на который я обратил внимание, и, как я понял, это является следствием. Смотрите, какие потрясающие здесь сейчас на сакском стиле защитные полосы, как они переливаются. Просто что-то невероятное. Вот.
на чем я остановился. То, что меня поразило, неприятно. Это, ну, как я понимаю, это следствие того, что часть коллекции денежных знаков, она была, ну, как бы передана из каких-то частных коллекций. Вот. Часть знаков заламинирована, вот просто по поверхности. Там. Это, конечно, вызывает такую отрыбь некоторую с точки зрения отношения к предметам коллекционирования, к предметам экспозиции. Но, к счастью, не все. Ну, то есть какая-то часть, как я понимаю, которая была в чьей-то коллекции, вот предыдущий владелец их заламинировал, и ну, большая часть знаков, конечно, находится в первозданном состоянии. Вот это вот чуть-чуть меня резануло, бросилось в глаза. Вот. Что касается современного Казахстана, конечно, все представлено полностью, причем, как Гухара сказала, огромное количество у нее есть дополнительных материалов в запасниках. Очень бы хотелось бы, конечно, увидеть и проекты денежных знаков, и какие-то варианты. Вот это все есть, но не выставлено. Выставлено только то, что было выпущено в обращение. Отдельная витрина с памятными банкнотами. Кстати, по памятным банкнотам тоже сейчас расскажу. Да? Просто когда я пришел в кассу, давайте я на кассе остановлюсь чуть-чуть. Может быть, перескакиваю, конечно. Просто впечатлений много, эмоций много. Касса мне очень понравилась. В том же здании или в соседнем, там чуть-чуть ниже по улице находится. Без проблем пришел, попросил поменять ходячку современную на банкноты Ванса. И я рассчитывал, конечно, на новую серию. Собственно, что и получил, что и перед вами. Ну, вместе с тем и мне без проблем выдали и памятные банкноты, которые вот сейчас вот актуальны. Это вот эти 1000 тенге, 80 лет Победы. Наконец-то я их себе тоже положу. Видите, я взял себе 2 штуки. Одну положу, наверное, в альбом Казахстана, а вторую рядом с белорусской банкнотой. 80 рублей. Тоже как и планировал. Вот. По номиналу это, понятное дело, не очень высокий номинал, но по стоимости, но очень приятно было получить, видите, да, номера подряд здесь у меня. И вот это вот, не знаю, насколько передает камера вот крутость вот этой вот защитной полосы, многослойную голограмму, но это что-то феноменальное, вообще потрясающее. Вот. И вот эти вот 10 тысяч тенге, тоже памятная банкнота, тоже просто потрясающие, просто без проблем. Я думал, что памятные банкноты как-то они уходят корешками на перепродажу, но нет, вот они, причем вот эти вот даже были, она мне первоначально, кассир выдала, ну, предложила выбрать из бывших в обращении банкнот на самом деле. То есть они действительно ходят в обращении, я даже чуть удивился этому. Вот. Потом нашелся там корешок или часть корешка вот новых абсолютно. Ну, всегда приятно из кассы Центрального банка получить банкноты себе в альбом, в коллекцию. Это всегда мотивирует. Это, во-первых, это по номиналу, во-вторых, это идеальнейшее состояние, да, из первых рук. Потому что вот эти, например, видите, это, во-первых, один из первых дней, когда они вообще были выпущены в обращение 1000 тенге нового образца. Во-вторых, 001, 002, 003 я просто из, не то чтобы из корешка, а из пачки самые верхние взял. Такие вот номера. Очень доброжелательно, вообще без проблем. Пожалуйста, выбери, что тебе здесь нравится, что здесь нравится. В одной кассе, в первой кассе не было, допустим, вот 2000 номинала. Перешел во вторую кассу, там женщина мне тоже, пожалуйста, бери. Но я взял здесь много, конечно, мне. Просто 10 тысяч поменял на по 2000. Тоже, да, смотрите, защитная полоса какая. Потрясающий сакский стиль. Это просто какая-то фантастика в плане бумажных денежных знаков. Во-первых, они бумажные. Да, что мне очень нравится, хотя сейчас все больше и больше переходят на полимер, но это вот с точки зрения реализации бумажного денежного знака, это что-то потрясающее, конечно. По сериям здесь что у меня получается, смотрите, все АА, ну понятно, памятные АА, вот только 10 тысяч АК и 2000 АК, а вот 5000 все равно даже АА нашлась, ну, я одну только взял себе в альбом.
Ну, хотя это 2023 год, как я понимаю, она достаточно давно была выпущена уже в обращение. То есть они как ходячка ходят вполне. Вот. Такая вот новая серия, новая линейка банкнот Республики Казахстан. Мне очень-очень нравится. Это прям мотивирует реально взять страну. Вообще Казахстан, конечно, особняком стоит среди стран бывшего СССР в плане выпуска новых линеек банкнот. Очень много. Они много раз меняли линейки полностью. Было много аспектов, касающихся принтеров. Да, Harrison Sons, вот это английский принтер, да, который первоначально печатал первые тенге. И все аспекты, касающиеся потом создания собственной банкнотной фабрики. То есть они полностью независимы сейчас в производстве денежных знаков. Это, конечно, позволяет реализовывать вот такие все самые смелые проекты в плане защитных элементов. Вот эти вот полосы, вот эти вот дополнительные элементы. Просто, конечно, потрясающе. Не знаю, я не устаю восторгаться реализации знаков новой серии. И дизайн, и защитные элементы, все просто восторг, конечно. Вот, 10 тысяч тоже покажу. Понятно, что это не секрет, это не новость какая-то, просто я их сам вот сейчас только держу в руках, можно сказать, в первый раз. Ну, пользовался и в расчетах, конечно, но там 5000 в основном сейчас, насколько я помню, вот из этой серии. Мне попадались, по крайней мере. В остальном были старые знаки. Но это в рамках очень небольшой поездки. Я, конечно, на объективность здесь не претендую. И постепенно, конечно, новая серия будет замещена. Ну, в смысле, новая серия заместит предыдущий выпуск. Вот. А если вернуться к музею, к тому, что мы там видели, ну, вот аспекты, касающиеся Harrison Sons, первый тенге в такой красивой рамке, которые были подарены. Здесь представлены у них в экспозиции, представлено производство, естественно, монет, памятных монет. Ну, это меня в меньшей степени интересует, но все равно было очень интересно послушать какие-то аспекты, которых я вообще был далек, не знал. Там монеты, которые могут использоваться в качестве украшений женских. Собственно, сама процедура, механизм производства. У Казахстана есть собственные разработки из золота, серебра. Показаны там слитки, соответственно, драгоценных металлов. Ну, очень интересно. 2 часов все равно мало, на самом деле, даже 2 часов мало для такого музея. Все вопросы, касающиеся памятных банкнот, очень интересно. К сожалению, в экспозиции нету тестовых, не представлены тестовые банкноты, которых тоже у Казахстана очень много. Но такой вот момент, да, что есть, то есть, как говорится. Вот. Что еще сказать, что еще запомнилось, что еще так отложилось. Ну, несколько витрин с подарками музею. То есть музей фактически как такой корпоративный музей представлен. Есть подарки от других центральных банков, от какие-то, ну, конечно, касающиеся денежного обращения. Здесь, видите, 30 лет тенге вот так вот вписано. Чему посвящена банкнота. В таком цифровом виде вписано. Очень интересно, очень красиво. Вот. В общем, если резюмировать, к сожалению, я не могу иллюстрировать, конечно, сегодняшний рассказ вот какими-то видеоизображениями или даже фото. Но если резюмировать, то и если отбросить момент вот заламинированных знаков, да, которых там было несколько витрин, ну, как я сказал, наверное, относящихся к одной коллекции, то в остальном, конечно, это отличный супермузей, которому надо добавить еще больше помещений, и больше открытости, и больше экспозиции, будет просто вау. Потому что это есть что показать. Страна с огромной уже даже за последние десятилетия историей выпуска денежных знаков собственных, красивых, потрясающих, собственной банкнотной фабрикой, собственными дизайнерами. И все серии показать, все памятные банкноты показать. То есть
процесс дизайна, это было бы просто потрясающе. Ну, естественно, хотелось бы, конечно, какой-то печатной литературы, каталоги, чего, к сожалению, нет. Магазина там, естественно, никакого нет, зато есть касса Центрального банка, как я уже сказал, тоже, которая закрывает потребности коллекционеров, собирателей вообще без проблем. Вот такие у меня впечатления от посещения музея денег, музея Национального банка Республики Казахстан. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.